Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Приглашаю вас провести со мной теплый уютный вечер в моем деревенском домике. Сейчас на дворе ноябрь, и даже несмотря на это, у нас льет за окном сильный ливень, хотя в некоторых частях области уже есть снег. Вот такая вот странная погода у нас в этом году. Мы тут с Васьком залипли, ласкаемся. Я тут надумала вязать кое-что, сейчас вам подробно расскажу. Заодно читаю книги, посмотрите, какие я книги читаю. Подробно о них я рассказываю в своем телеграм-канале. Кому интересно, проходите, смотрите. Ну а перед тем, как рассказать, что я собралась вязать этим томным ноябрьским вечером с Васей на коленях, который мурчит как трактор, хочу вам рассказать о своей, так скажем, вязальной карьере. Посмотрите, какая у меня здесь атмосферка. Я где-то в телеграм-канале, по-моему, уже упоминала о том, что раньше у меня было свое ИП, я занималась вязанием на заказ. Вот, у меня были... Вася. У меня были заказчики из разных городов России, даже из-за рубежа. В общем-то, я занималась достаточно долго этим, наверное, года 2 или 3, я уже точно сейчас не помню. У меня была вязальная машинка, я также вязала вручную и крючком, и спицами. И хочу вам показать, что же я вязала, да, тогда. Вот здесь я нашла фотоальбом со своими работами, сейчас кратенько вам покажу его, расскажу. Ссылку на этот фотоальбом я оставила, конечно же, у себя в телеграм-канале. Так, вот сейчас вот вспышку уберу, чтобы лучше было видно. И резкость надо сделать, да. В общем, раньше я очень любила вязать и крючком, и спицами. Вот на фотографиях можно посмотреть некоторые мои работы. Значит, вот это вот платье. Я его вязала, как сказать, частично крючком. Вот эта кокетка была связана крючком. А вот эта сплошная часть была связана на машинке гладью. Ну, как спицами, да, считай. На вязальной машинке механической. Не электрическая, когда тыкнул на кнопочку, и там все само собой вяжется, а механическая. Это когда сама заправляешь нить, сама проводишь, делаешь ряд и так далее. В общем, вот я вязала платье. Кстати, я сама же фотографии делала. У меня был раньше профессиональный фотоаппарат. И сама себя фотографировала с пульта. Кстати, вот здесь в руке я где-то держу пульт. Выставила уже кадр. Нажимаю на пульт, и дистанционно меня Canon фотографирует. То есть все фотографии, все сама. Вон, видите, в руке пульт. Все сама я делала. Сама придумывала из головы одежду, выкройки, какая будет у меня одежда. Вот. Я очень любила придумывать всякие интересные вещи. Вязала их, потом меня их заказывали. И также я публиковала свои работы в местных нижегородских журналах по вязанию, да, делала вот такие вот выездные фотосъемки. Это, кстати, у нас на Грибном канале в Нижнем Новгороде, на Волге, фотографию я делала. Сама искала моделей девочек ВКонтакте. На них одевала то, что я вязала, да, вещи. Сама фотографировала. То есть я была на все руки мастером. 10 в одном, можно сказать. Вот эти фотографии потом публиковались в местных нижегородских журналах по вязанию. Я сама же потом делала описание своих работ, ну, в том смысле, сколько петель, какой ряд, какой раппорт и так далее. Вот это, кстати, моя подруга Юля, одноклассница, даже больше одноклассница. Вот на ней я сфотографировала такую интересную кофточку-бабочку. Тоже вязала ее на вязальной машине, сама придумывала модель. Где-то, по-моему, я увидела в журналах 60-х годов вот такую вот модель. Мне очень она понравилась. Она такая вот крылышками распашными. На Юле очень хорошо смотрится. Фотографировала в местном ботаническом саду. У нас в Нижнем Новгороде есть ботанический сад. Вот я там любила тоже всех своих моделей фотографировать. Вот здесь вот лучше видно эту кофту на Юле. Вот здесь я вязала резинкой.
английской на вязальной машине вот эти вот крылышки сами. А вот здесь вот гладью основную часть кофты. Ну, конечно же, вот по низу резинка тоже. Очень красиво получилось. Я вот сейчас смотрю на эти фотографии и думаю, блин, я могла устроиться в журнал каким-нибудь крутым фотографом, работать, если бы продолжала это дело дальше, да, но, к сожалению, на все меня не хватало. Мне нужно было и вязать, и делать заказы, и фотографировать, и делать описание. И, кстати, мне вот за то, что я вот эти вот снимки отдавала в журналы и описание своих работ, мне не так уж и много платили, какие-то вообще копейки. Вот, ну, очень красивые фотографии получились, солнечные такие, мне очень нравятся. Это Canon 60D, по-моему, на него снято. Да. Я потом продала этот свой фотоаппарат. Вот это, кстати, уже другая моя работа. Это я Юле вязала на заказ платье. На свадьбу какой-то подруги она ходила в этом платье. Здесь это платье полностью связано крючком. Если поближе вот приблизить, то можно увидеть даже здесь столбики с накидом. Вот это основная часть платья. Тоже вот здесь выкройка, она такая приталенная. Это платье-футляр. Вот здесь вот сверху сеточка, и оно как такое вот с открытыми плечами. И вот Юля меня попросила связать к нему вот такую красивую шаль еще. Сейчас вот дальше пролистаю, там, наверное, ее видно будет. Вот она такая вот. Очень красиво получилась. Тоже я фотографировала в ботаническом саду в этом платье. Поставила ее на пенек. Вот, чтобы вы понимали, какие у меня навыки фотографа были. Ну, почему были, они и есть, как бы, да. Только я сейчас больше пейзажей фотографирую. В общем, красивая шаль получилась. Я потом Юлю видела в этом платье не на одной свадьбе. Так, ну вот здесь тоже красивый кадр получился, как крылья ангела. Мне очень нравится. Вот здесь тоже. В общем, люблю я фотографировать, друзья, портреты люблю делать, люблю пейзажи фотографировать. Это прям мое. Вот, кстати, еще одно платье. Тоже оно полностью связано крючком. Вот здесь основная часть столбики с накидом. Здесь ажурная часть привязана крючком. И кокетка тоже крючком сделана. И такие вот узкие рукава. Здесь я на модель одела еще с поверху этого платья пояс. Вот здесь вот видно. Это Женя, по-моему, Женечку я фотографировала, да. Красиво на ней платье получилось. Это вообще, знаете, где сфотографировано? В спальном районе нашего Нижнего Новгорода, рядом с болотом, рядом с моим домом, где родители мои жили, где вот раньше. Нашли мы весной такое местечко, вот, более-менее атмосферное. Вот спереди как платье выглядит, да, вот здесь ажурная кайма такая, и вот здесь кокетка ажурная. Вообще, мне очень нравилось вот такого формата почему-то платье вязать, чтобы вот с ажурной кокеткой, с ажурной каймой. А вот это, кстати... Вот эту кофточку я, кстати, вязала на заказ. Заказчица у меня, по-моему, из Нижнего Новгорода была. Тоже полностью она крючком связана из фрагментов, квадраты ажурные, да. Вот здесь я на себе ее сфотографировала. Ну как, сестра мне помогла. Я ей показала, как меня фотографировать, с какого ракурса. Очень долго позировала. Так, а вот это вот я, кажется, Даше на заказ связала болеро. Это называется такая коротенькая кофточка ажурная. Как типа накидки на голые руки, чтобы закрыть. Очень достаточно так красиво получилось, я считаю. Да. Ну, можно и с платьем, и с майкой, с чем угодно одевать. Это моя сестра Катя. Она демонстрирует топ, который я связала тоже ей. Она сама выбирала этот цвет пряжи. Ей очень понравилось. Основная часть связана гладью на вязальной машинке. А кокетка, конечно же, крючком. Кстати, получилось как гжель, да, вот так вот бирюзовый и белый. Очень нравится мне это сочетание цветов. Вот здесь сверху кокетку видно. Ну вот сбоку. А вот это я вязала, по-моему, для себя изначально. Я связала эту тунику. Она полностью ажурная и полностью связана крючком из мотивов, из фрагментов, как в стиле пэтчворка, да. Получился такой вот интересный рисунок. Тоже я ее отдавала в местный журнал, эту фотографию и описание этой туники. Потом у меня заказчица заказала такую же тунику, она попросила ее сделать длиннее, как вот в форме платья, да. Ну, здесь я ее на себе сфотографировала без, как его, не подъюбник или что это называется. Короче, чехол заказчица моя под него одевала, такую комбинацию телесного цвета, и одевала вот сверху это платье. Кстати, здесь еще даже браслет в форме короны вязаный сделала. Интересно получилось у меня.
Вот. Но у меня не было подъюбника, да, как бы я сфотографировала для того, чтобы показать ей, что получилось, и потом отправила. Я не помню, в какой город, по-моему, в Москву. Вот. А вот это, кстати, для журнала уже фотографировали на девочке, на модели, мою тунику. Не знаю, где она сейчас. У меня, кстати, все вещи, которые вязаные, я носила на себе. Все подруги, друзья, знакомые, все меня спрашивали, где купила. Потом, когда узнавали, что я не купила, а сама себе связала, все выпрашивали продать. И мне так вот было жалко продавать, но в итоге я все-таки продавала. А вот это моя самая шикарная работа. Это юбка из нити льняной. Она связана в круговую, без швов полностью, таким вот солнцеклешем, да. И вязала я вот, вот, и кофточку я тоже связала. Кофту я, правда, вязала на вязальной машинке. Вот здесь рисунок такой вот, сеточку на вязальной машинке. Но юбку я вязала крючком из очень тонкой нити, друзья. И сама придумывала рисунок, сама ее сделала вот в этой части более плотной. Вот здесь сейчас я вам покажу. Я начинала ее, знаете, как вязать? Вот купила такую широкую резинку, и на нее я иголкой ну, вот так вот стежки сделала. Сверху я закрыла эту часть, и потом на эти стежки в круговую вязала вот эту вот юбку. Причем вот здесь у меня очень плотное вязание идет. Здесь столбик не за петельку я цепляла, столбик с накидом, а вот столбик за столбик с накидом. И она получилась такой объемный, да, вот в этой части, объемный, плотный. А дальше я вязала уже более, ну, вот с таким вот рисунком, да, вот с таким вот ажурным рисунком я дальше вниз вязала. И вот получилась такая шикарная вещь. И я хотела вообще повседневную юбку себе. Ну, типа ходить там, ну, как сказать, не то чтобы повседневно, но чтобы выйти куда-нибудь прогуляться в город там. Вот. В итоге я ее пару раз только одела. Кофта, кстати, очень теплая, из шерсти натурально сделана. Вот. Я тоже сама придумывала модель. Мне очень нравятся такие вот рукава-фонарики с манжетами, с длинными. В стиле викторианском, да, таком вот сделана она. Сама придумывала я выкройку из головы просто, понимаете. Вот, и вот получилась такая история. В общем, в итоге я эту юбку продала, друзья. Продала какой-то женщине. У меня, кстати, раньше был магазин на ярмарке мастеров. И там я выставляла свои работы. И там у меня их покупали, в общем-то, в основном. Ну, и еще друзья и знакомые. Вот, шикарная юбка получилась. Я ее могу повторить. С удовольствием даже повторю. Наверное, когда-нибудь, когда у меня время будет. Вот. Очень много чего творческого, знаете, такого хочется сделать. Но не всегда, к сожалению, друзья, хватает времени на все на это. Вот, раньше было время на это, и я занималась вязанием. Вот здесь, кстати, на моей сестре платье, которое она тоже просила ей связать. Мы сами придумывали и выкройку, и фасон. Я сначала рисую эскиз, потом выбираю, какие будут узоры, вот, как где что будет. Вот здесь вот плотная юбка связана крючком полностью, с полустолбиком, по-моему, да, чтобы плотно было, чтобы не просвечивало. А дальше просто полностью ажурная, с манжетами, опять же, крючком. Это она попросила связать ей на день рождения. Вот такое платье я ей подарила на день рождения. В общем-то, интересное получилось. У меня потом много раз его заказывали. По-моему, 2 или 3 раза я его повторяла заказчицам из разных городов. Пояс декоративный, конечно. В общем, здесь оно как юбкой такой плотно идет, да, юбка-карандаш. А дальше оно как, ну, широкой такой вот разлетайка идет. То есть это полностью платье, это не юбка с кофтой, это платье, оно просто вот с навесом такое, вот такого фасона. Вот. Это тоже кофта у меня кто-то заказывал, фотографировали тоже для журнала, для местного нижегородского. Тоже крючком она связана, вот так вот. Ну, как пуловер, что ли, типа пуловера. А вот это платье, оно из шерсти, очень длинное, здесь очень плохо его видно, вот получше. Тоже на девочке модели его фотографировала. По-моему, это платье у меня заказчица из Москвы просила связать. Где-то она нашла референсы, картинки этого платья. И вот оно вот такими вот ажурными оранами. Вязала я его вручную спицами. Смотрите, какая красота получилась. Рукава, кстати, без швов связаны в круговую. И если мне не изменяет память, само платье, вот оно прям в пол идет такое длинное, полностью оранами связано. Ой, камера не передает. Ну, в общем, я ссылку оставлю в телеграм-канале на свой альбом со своими работами. Там лучше можно будет разглядеть. Вот, кстати, на девочке я фотографировала, когда это платье. Был 30-градусный мороз, вы не поверите. Не помню, как девочку зовут, то ли Лера,
Не помню, к сожалению, не запомнила. В общем, 30-градусный мороз был. Она стояла в этом платье. Платье стопроцентная шерсть с высоким воротом. Вот видите. И она сказала, вот, что нисколько в нем не замерзла. Оно было как пальто, друзья. Вот здесь я и дома фотографировала в этом платье. Красиво получилось, да. Ну, вот здесь, опять же, на улице еще. Вот поближе, да, можно посмотреть. Пояс я просто так для интереса пристроила тут. На манекене я его тоже сфотографировала. Ну, очень красивое платье, конечно. Его на выход куда-нибудь в кафе. Зимой носить на новогодние праздники. Здесь, кстати, пришитые накладные карманы, тоже связанные оранами с резинкой. Очень красивое платье. Сзади шлейка, вот такая вот шлица, или как это называется. Я ее сделала на таких вот шнурочках, чтобы можно было их развязывать и завязывать. Ну, чтобы оно полностью не расползалось, да. Ну да, я его полностью без швов вязала. Прям вот в круговую, на круговых спицах. Вот, а вот это плед. Плед, видите, тоже оранами связан, на крупных спицах. Огромный плед у меня заказывала заказчица его из Москвы. По-моему, 2 метра на 1,40 м он был. Ну, вот как раз на большую кровать такой. Это вот я для примера на своей кровати его сфотографировала. И на кресле тоже. Вот, тоже хочу связать, понимаете, очень хочется вязать мне вот эти все вещи, безусловно. Но, к сожалению, времени сейчас вообще нету с этой работой, с блогом, с домом, с бытом. Понимаете, когда одна живешь, не так-то много времени на все. Вот это вот тоже мне заказывали кофточку. На девочке, кстати, на самой заказчице ее сфотографировала. Ей очень понравилась такая вот работа. Тоже она где-то в интернете нашла, сказала, свяжи мне вот такую вот. Я связала. Вроде бы простецкая кофта, да, но смотрится очень элегантно, с воротничком, стоечкой и с такой вот косой посередине туловища. Ну, очень красиво на ней смотрится. Вот оно поближе, видите, какая коса. Очень я любила раньше фотографировать и вязать, я очень любила. Прикольно получилось. Ну, это беретку я сестре вязала. Это на Наде, которая мне Тришу отдала. Я сфотографировала кофту лавандового цвета. Она тоже крючком связана. Узнаваемый, в общем-то, фасон, да. Ажурная кокетка и плотный низ с рукавами. Все тоже крючком связано. Вот эта фотография, кстати, такая красивая получилась. Это мы в верхней части города с ней гуляли. Я ее попросила попозировать для меня. Вот сзади, как она выглядит, эта кофта. А вот на манекене я ее сфотографировала. Ну, на манекене, конечно, она не очень смотрится. Вот поближе. Видите, полностью крючком связано и сверху, и снизу. Вот эту беретку я вязала на заказ. Позирует мне моя сестра. Тоже женщина какая-то попросила, пенсионерка, ей связать. Красиво получилось. А это я в верхней части города. Демонстрирую на себе тоже один из заказов, который мне заказали. Я не знаю, почему понравился такой фасон заказчицы. Если честно, но некоторые работы меня смущали. Видите, спереди здесь как фартук, что ли, эта кофточка, туника. Она полностью ажурная. Вроде бы оригинально, да, но здесь нужно лиф одевать такой специальный, чтобы ничего не видно было. И потом, если ее на штаны сверху одеть, тоже тут как-то непонятно. Вот здесь полоса. Пришлось одевать мне светлые брюки и светлый лиф, чтобы... Ну, как-то прилично все смотрелось. А если контрастное белье одевать, конечно, не очень это смотрится. Но заказчица вот захотелось именно такой работы. Это, кстати, спинка, она полностью, видите, какая плотная. И тоже вручную вязала. Вот это вот спицами плотную часть, лицевая гладь. А вот эта вставка крючком связана. Ну, как салфетка спереди. Вот. Ну, это опять ножение, по-моему, тоже платье. Или немножко другого формата. Тоже кто-то меня заказывал. Я уже не помню уже кто, чего, куда. Ну, тоже интересное. А вот это, кстати, шикарное платье. Я назвала это платье княжна. Видите, какой пояс кушеный. Пояс широкий к нему я связала, тоже придумала. На резинку широкую я сделала, как сказать, ажурное такое украшение сверху. Сейчас я вам полностью все покажу. Вот, видите, как он выглядит. Широкая резинка. И сзади вот такой вот лента. Тоже связанная крючком. Все полностью. Вот это платье связано крючком, вы не поверите, друзья. Очень тонкой нитью. Я вам сейчас видео покажу, как оно связано. Но сначала фотографию покажу, да. Вот, к нему я связала такие вот серьги. Кстати, мой магазин вязания раньше назывался так, княжна. И, кстати, вот этот логотип мне подруга рисовала.
В общем, вот это платье мне заказала девушка из Беларуси. Я сама рисовала эскиз этого платья, придумывала. Ей, в общем, в чем суть была? Ей нужно было платье на второй день свадьбы. То есть первый день свадьбы она была в белом платье, а второй день меня попросила придумать что-нибудь оригинальное. И, в общем, я ей нарисовала эскиз этого платья, как оно будет выглядеть. И потом я купила нить очень тонкую, это итальянский шелк. Чтобы вы понимали, нитки очень дорогущие вышли мне. Ну, как мне, заказчице моей, да. Ну и, собственно, работа была. Ой-ой, какая. Вязала я его, друзья, 1,5 месяца. Полностью крючком она связана. В круговую, без швов. Сейчас я вам видео покажу. Здесь у меня есть видео с этим платьем. Вот раньше так мой магазин назывался. Итальянский вискозный шелк, да. Ой, мне, знаете, нравились очень сильно такие заказчики, которые полностью доверяли мне и полагались на мой вкус. Вот я выбрала пряжу. Заказчица, по-моему, только цвет выбрала. А дальше, вот видите, я нарисовала эскиз этого платья. И дальше, вот видите, я начала его вязать. В круговую без швов в основании платья связана. И в круговую без швов связана ажурная часть платья. Юбка, низ юбки, да. Кстати, тоже снимаю на Canon. Хорошая картинка, да, получилась. Да, вот, кстати, что важно, под это платье не нужно ничего подевать, оно не просвечивает. Но очень красиво. Это я фотографировала на девочке-модели. Вот, цельно вязаное оно, без швов. Вот так вот оно выглядит. Оно, знаете, такое струится, очень красиво, тонкое такое полотно ажурное получилось. Ой, я сейчас вспоминаю и думаю, боже мой, красиво было как. И вот это все мы снимали вот с этой девочкой, только я и она, понимаете. Обычно это работа оператора, там, стилиста, кто там еще, макияж, кто-то еще что-то, а мы вдвоем просто. Вот я сама нашла модель, Марина, по-моему, ее зовут, девочку, ВКонтакте, для съемок ТФП. Видите, еще как интересный пояс сделан. Я забыла, кушак, по-моему, это называется пояс, да, раньше в Древней Руси он был очень популярен, кстати. Вот такой вот он широкий и трансформер, да, то есть платье можно носить без пояса и с поясом. И с широким поясом, вот с таким тонким, смотрите, какие рукава, когда она раскрыла, да. Платье я назвала платье княжна. Ну, действительно, для княжон раньше такие вещи вязали вручную, понимаете. Вот эта палитра. В общем, вот такая вот моя работа, самая шикарная, наверное, из всех, которые я делала вручную. И серьги я тоже в комплекте связала из этой же нити. Красиво получилось у меня. Ой. Маша. Маша, а не Марина, извините. Я забыла уже, как девочку зовут. Ну, в общем, дальше я вам покажу, да. Вот здесь вот тоже я пыталась повторить кофту, которую я вам показывала на девочке. Это я уже, по-моему, для себя свитер связала. А вот тоже на девочке-модели платье связано частично вот этой вот резинкой. На машинке я вязала плотную часть, а кокетку, конечно же, я крючком вязала. И вот так вот соединила. Опять же, смотрите, фотографировали мы в верхней части города, Нижнего Новгорода. Здесь вид на Александро-Невский собор, на мост через Волгу. И фотографировали в мороз. Было очень холодно, девочка замерзла, но платье, кстати, оно из шерсти. Но там ветер такой был, если честно. Если бы без ветра, то, может быть, нормально было. Но мои модели терпели, представляете, ради вот таких вот кадров. В мороз фотографировались в одном платьишке. Еще улыбались так, как будто им ничего и не страшно. Да? А вот это, кстати, мне очень нравится, вот этот жакетик. Я его вязала тоже заказчице по образцу того белого жакета, который я с длинной юбкой вам показывала. Он связан полностью на машинке вязальной. Рисунок такой вот на машинке вязальной был. Эскиз и модель я придумала сама. Тоже вдохновлена была викторианским стилем. Рукава фонарики, воротник стойка, длинные манжеты, приталенный силуэт. И вот, кстати, на девочке, тоже на Маше, по-моему, Маша ее зовут,
Я фотографировала, я ее тоже попросила: заплети косу, мне нужно с косой, чтобы ты была. И тоже мы с ней в мороз, по-моему, в верхней части города. Вот здесь она делает вид, что ей не холодно. Кстати, очень сильно подошел под цвет глаз этот цвет жакета. Жакет темно-зеленого цвета. Я не знаю, как на видео здесь видно. Ну, очень красиво, мне кажется, получился. И под косу очень подходит этот фасон. И под цвет глаз модели тоже очень хорошо. Вот. Вот это, кстати, тоже платье на заказ мне было сделано. Ну, обычно ажурное платье, сетка, можно сказать, одевается на что-то, что не просвечивает. Ну, интересно тоже так смотрится. Но я такие вещи не люблю, но иногда у меня их заказывали. Почему-то некоторым людям нравится такое носить. Ну, в принципе, смотрится неплохо так, куда-нибудь на праздник одеть, да. Главное, чтобы чехол под него был хороший. Так, вот сейчас я еще хочу показать на видео вот этот жакет. Вживую, конечно, он интереснее намного смотрится, чем на фотографиях. Вот девочка демонстрирует. Вот смотрите, какой ветер. На улице 30-градусный мороз. Ну, жакет, правда, теплый, 100% шерсть. Она еще улыбается, представляете? Вот ведь. Работа модели, это вам не просто так. Она вообще молодец, очень красиво продемонстрировала его. Мне очень понравилось, как на ней сидит он. И заказчице моей тоже очень понравилось. Ну, очень красиво, да. Шикарно. Та-та-та. Вообще, я немного тогда видео-то успела снять, по-моему, штуки 3 или 4 видео со своими работами. Вот тоже, кстати, в том же месте. Набережная Федоровского у нас в Нижнем Новгороде. Очень красивая набережная. Кто в Нижнем будет, приезжайте, смотрите. Обязательно погуляйте там. Там очень красиво, кто будет в Нижнем. Ну, вот это платье, которое я вам на фотографии показывала, да. Тоже в 30-градусный мороз свят. Вот. Вообще, такое бы снимать на фоне какого-нибудь домика, да. У нас тогда не было возможности выехать за город. Только верхнюю часть города. В общем-то, неплохо на ней смотрится. Серьги, кстати, я тоже сама подбирала под это платье. Они такие листочками. И обратите внимание, на ней коса. Тоже ее заставила волосы в косу собрать. Выбирала модели тоже специально с длинными волосами, чтобы вот под стиль платья, что ли, подходило. Я не знаю, как объяснить. В общем, вот еще одно видео вам покажу. С этим свитер Колос. Вот вспомнил, как я его назвала. Вот здесь в процессе работы этот свитер. Коса, посмотрите, какая интересная. А, кстати, снимала я тоже на себе его. Тоже в мороз. А это, по-моему, в парке Швейцарии я снимала. Да-да-да. Красивый тоже свитер получился. Прикольный. Такой, знаете, новогодний. На фоне березок очень красиво смотрится. Свитера практически не видно, он засвечивает. Ну, в общем, друзья, я оставлю ссылку на свои работы в своем телеграм-канале, кому захочется посмотреть. Не через экран, да, вот собственноручно. Можете пройти в телеграм-канале, меня спросить, у меня там есть пост с этими ссылками на мои работы. Так, ну и, в общем-то, возвращаясь к нашему с вами разговору, да, что я затеяла вязать. Я хочу себе связать занавески, друзья. Только я никак не могу определиться с выбором. То ли вот в таком формате их вязать, вот в форме листочков, свисающих вниз, да, то ли вот сплошным полотном, вот такого формата. Мне почему-то нравятся листья. Но я начала вот с этого варианта. Я начну его вязать. Посмотрю сначала, как понравится. Мне не понравится такой формат. Но вообще у меня есть идея вот связать такие вот крючком веточки с листьями. И из них сделать себе занавесочки на окна в основной части дома. Вот это, кстати, плотный вариант. На него пряжи очень много уйдет. Я здесь в Телеграме у себя написала шуточный пост по поводу того, что я никак не могу определиться. Меня душит жаба, которая говорит, что вот, например, на вот такой вариант уйдет очень много пряжи. И вот на такой вариант с веточками, с листиками для занавесок много пряжи нужно будет хлопковой, тонкой. А вот на такой вариант немного пряжи уйдет. Но она, видите, такая полупрозрачная и сплошным полотном будет занавеска.
Ну, короче, я никак не могу определиться. Я пока тестирую, скажем так. Я пока тестирую, приглядываюсь к вариантам, какие еще возможно варианты сделать. Вот на эти окна я буду делать занавески. Вот, которые одно окно у меня в сад выходит, да, а другое окно вот на соседний участок. Вот такую пряжу я взяла. На фото ее показываю вам. Это мерсеризованный хлопок. Как он называется? Ну, у меня это остатки с прошлых времен, да, с моих вязальных времен. И немножко ромашки Анны осталось. И вот какого мерсеризованный хлопок. Это такое богатство, друзья. Сейчас пряжа очень дорогая. Тогда я за копейки ее покупала. И она у меня лежит, наверное, лет 10 меня дожидается. Я смотрела на нее, думаю, ну, точно нужно связать занавески себе. И, в общем, я искала разные варианты. Вот смотрите, какие я в Телеграме поделилась. Какие есть узоры, да, какие есть варианты. Смотрела на Pinterest разные идеи. Вот очень нравятся мне эти листики, но они, кстати, не крючком связаны. Ну, крючком можно такой, конечно, тоже сделать. Но, опять же, как они будут смотреться. Я, кстати, хочу однотонные связать. Вот в одном тоне эти листья. Не знаю, думаю пока. Вот есть варианты крючком, схемы вот такие. Вот так вот можно сделать. Так вот. Вот это, кстати, скатерть, но из нее тоже можно занавески такие сделать. Но это слишком прозрачно, как мне кажется. Вот тоже интересный вариант. Вот очень красиво, смотрите, как здорово смотрится. В форме перышек, в форме дубовых листьев. Ну, интересно. Интересные, в общем, идеи. В общем, кому интересно, как я определилась, что вязать для своих занавесок, какой рисунок выбрать, в какой форме у меня будут эти занавески, приходите в мой телеграм, я там делюсь всеми этими идеями, подробно рассказываю, как вяжу, что вяжу, из какой пряжи, каким крючком. В общем, друзья, я продолжаю вязать. Я только начала вязать занавеску. Сначала попробую один рисунок, что у меня получится. Как видите, нитка достаточно тонкая. Вяжу я ее двоечкой крючком. Не знаю, что получится из этого. Пока просто тестирую, да. Если мне не понравится, расплету, свяжу что-то другое. Не торопясь это дело, вяжу, как вы понимаете, времени у меня не так много на вязание. И на чтение, кстати, только по выходным читаю. Вот Вася, ну что ты опять лег на мои книги? Ему так нравится на кровати со мной лежать рядом. Вот он балдеет. Васек, ну ты вообще уже, Вась. Знаете, у меня еще была такая идея вязать онлайн вместе с вами в прямом эфире. Только, знаете, сейчас такая проблема, то, что раньше я могла, например, в прямой эфир выйти в YouTube, в Telegram. Сейчас все это дело закрыли из-за понятных всем событий, да. Ни у кого из блогеров такой возможности нет почему-то. Вот, поэтому, не знаю, может быть, я даже видеоурок какой-то запишу. Если у меня получится красивая занавеска, я, наверное, запишу видеоурок, как вязать эту занавеску, да, и потом вы сможете тоже так же повторить по этому видеоуроку. Ну, не знаю, в общем, подумаю. Пока я только с вами идеями поделилась, а там посмотрим, что будет. Вообще, может быть, у меня не будет времени на это вязание. Мне еще вон стены красить в доме, в спальне. Короче, много забот и хлопот. Ну, в общем, друзья, среди этих забот и хлопот, я надеюсь, что в зимнее время, в зимние вечера у меня все-таки найдется немножко времени на вязание, и в том числе на общение с вами на эту тему. Кстати, напишите в комментариях, кто из вас вяжет, кто чем, кто крючком, кто спицами, что вяжете, как вяжете. Вообще, заходите ко мне в телеграм-канал. В чате там даже можно поделиться фотографиями своих работ. И вообще хочу спросить у вас, интересно ли вам было бы вязать совместно со мной какую-нибудь вещь? Например, какой-нибудь плед, занавеску, кофточку. Интересен ли вам будет формат вот таких вот видео с вязанием, с рукоделием? Здесь вроде как у меня деревенский блог, о моей деревенской жизни я рассказываю, да. Может быть, кому-то интересно, какие я окна поставила, как я покрасила стены, как живут мои кошки, но тем не менее круг интересов у меня достаточно широкий, друзья. Вот, и мне бы хотелось побольше раскрыть себя в этом блоге, скажем так. В общем, напишите в комментариях, интересна ли вам такая тема. Ну а на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!